Людям порой бывает очень сложно достичь компромисса. У всех разные вкусы, взгляды на будущее и прошлое, культурные предпочтения, религиозные и политические идентичности. Но, как оказалось, искусственный интеллект может помочь нам и в этом. Большая языковая модель способна отлично справляться с ролью посредника, помогающего достигать группового консенсуса. Не успели два программиста Google DeepMind получить Нобелевскую премию по химии за предсказание структур белков, как компания снова удивила мир. Журнал Science рассказал, что ее специалисты поставили необычный эксперимент с онлайн-дискуссионными группами. В них объединяли людей с различными, порой даже противоположными точками зрения на довольно сложную проблему. Задача состояла в том, чтобы найти консенсус, который должен был быть формализован в виде некоего резюме. Над формулировкой компромиссных решений работали два типа посредников — люди и искусственный интеллект. Каково же было удивление исследователей, когда участники эксперимента отдавали предпочтение резюме, созданному искусственным, а не человеческим интеллектом. Что же это означает на практике? Мы уже знаем, что ИИ способен заменить человека в сферах бухгалтерии и финансов, рекламы и маркетинга, дизайна и копирайта. Однако теперь он может обслуживать и сферу общественного согласия, без которого невозможны эффективные коллективные действия. В частности, большие языковые модели могут принять на себя функции, которые сейчас выполняют нынешние гражданские собрания. Пока частично, а потом, возможно, и полностью. Нам известно, что разные группы людей высказывают свое мнение по вопросам государственной политики на гражданских собраниях. Предполагается, что политики должны услышать и учесть самые разные точки зрения. Однако масштабировать такие демократические инициативы сложно. Поэтому обычно эти обсуждения ограничиваются небольшими группами. Но Кристофер Саммерфилд, директор по исследованиям в UK AI Safety Institute, однажды задался вопросом: не могут ли нам помочь в проведении подобных дискуссий LLM, большие языковые модели? Для этого он задействовал доработанную версию предварительно обученной программы DeepMind LLM Chinchilla. Модель получила весьма знаковое название — машина Хабермаса. Выбор имени не случайен. 95-летний Юрген Хабермас является, пожалуй, самым влиятельным политическим и социальным философом из всех ныне живущих. Его авторству принадлежит теория коммуникативного действия и этики дискурса, на основании которой можно рационально разрешить конфликт. Теперь эту философскую теорию можно воплотить на практике при помощи машины Хабермаса. Для проверки модели исследователи задействовали в общей сложности 439 британцев, которых разделили на небольшие группы. Каждой группе были предложены для обсуждения 3 вопроса, связанных с государственной политикой Великобритании. В процессе дискуссии члены группы высказывали свое личное мнение по поводу каждого из них. При этом участники эксперимента могли критиковать и ранжировать мнения друг друга. А дальше в конце дискуссии ИИ обрабатывал всю эту информацию и на ее основе генерировал итоговое утверждение. Задача заключалась в том, чтобы оно объединяло точки зрения всех участников таким образом, чтобы получить максимальную поддержку группы. Точно такая же задача ставилась и перед человеческим посредником. Участникам предлагалось оценить оба варианта итогового резюме и определить, насколько оно учитывает их мнение. Большинство участников, 56%, оценили резюме, написанные ИИ, как более качественные. 44% предпочли резюме, написанное человеком. Помимо участников оценить 2 резюме попросили и внешних рецензентов. Они также поставили резюме ИИ более высокие оценки за честность, качество и ясность. На следующем этапе исследования была сформирована еще одна группа, которая соответствовала социально-демографической структуре населения Великобритании. В рамках этой группы было проведено виртуальное собрание граждан. Естественно, без спорных тем не обошлось. Однако после взаимодействия с ИИ групповое согласие существенно возросло. Это значит, что подобные модели и в реальном мире способны помочь лидерам разрабатывать такие политические предложения,
которые учитывают различные точки зрения. Это существенно снизит конфликтный потенциал социальных и политических процессов. Авторы эксперимента считают, что ИИ может внести значительный позитивный вклад в развитие совещательной демократии. Впрочем, они указывают и на ограничения, связанные с подобными технологиями, которые игнорируют потребность людей в живом общении и сужают определенные виды коммуникационных пространств. Кристофер Саммерфилд указывает также и на другую опасность. Модели не обучены попыткам вмешиваться в обсуждение, а это значит, что утверждение модели может включать в себя экстремистские или другие опасные убеждения. Поставьте лайк, если считаете, что ИИ уже влияет на нашу жизнь сильнее, чем кажется. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления и напишите в комментариях. Доверили бы вы искусственному интеллекту принимать решения за общество? Заменит ли ИИ политиков, или человек все-таки незаменим? Обсудим это вместе.